Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 23 января, сегодня у нас с вами вторник. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день несет нам определенные энергетические потоки. И очень важно быть готовыми к ним, чтобы уметь максимально их использовать себе во благо. Поэтому сегодня обязательно в любое время проведите одну практику. Возьмите буквально щепоточку соли и бросьте за порог. Эту практику очень хорошо делать как на работе, так и дома, потому что она вас очистит от негатива и не даст негативным помыслам других людей, негативным влиянием оказывать на вас какое-либо воздействие. Поэтому обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Итак, друзья, сегодня у нас с вами Луна находится в знаке зодиака Рак, а это принесет нам определенный хороший настрой. Кроме того, сегодня этот день будет отличным временем для развития каких-то новых идей, для раскрытия творческого потенциала, для проведения интеллектуальной работы. Кроме того, Луна в знаке зодиака Рак нас будет поддерживать и давать нам новые коммуникации, новый обмен информацией. Что немаловажно, это может стать стимулом для активного общения и установления новых контактов. Но вам сегодня нужно быть осторожными в отношениях с окружающими людьми, потому что Рак может привнести элементы непредсказуемости и переменчивости. Это может означать и появление возможных конфликтов или разногласий. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы проявляли терпение и гибкость в общении, чтобы избежать каких-либо негативных ситуаций. Также сегодня опасности могут быть связаны с нестабильным эмоциональным состоянием. Дело в том, что Луна в знаке зодиака Рак может вызывать изменения постоянного настроения и, соответственно, необычные эмоциональные реакции, что может повлиять в какой-то степени на принятие ваших решений или привести к каким-то неразумным поступкам. Поэтому сегодня обязательно обращайте внимание на свою эмоциональную устойчивость и находите способы справиться с возможной где-то дисбалансом или дисгармонией. Кроме того, сегодня очень важный день. Почему? Потому что люди будут сегодня находить какие-то нестандартные решения и новые подходы к каким-то привычным задачам. Также сегодня прекрасный день для инноваций, экспериментов и креативного мышления. Обратите на это особое внимание. Как вы видите, друзья, в лунном календаре сегодня 12 и 13 лунные сутки, растущая Луна в знаке зодиака Рак. И вы знаете, это прекрасный сегодня день, цикл, и он нам несет с собой энергию роста и развития. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим днем. Как? Во-первых, проявляйте динамичность, будьте активными. Даже если вы ведомый человек, вы не любите быть активным, учитесь этому всему свое время. Как только вы начнете двигаться, в вашей жизни начнут постепенно происходить изменения. Вы должны понимать, все зависит от вас и в каком вы находитесь состоянии. Если в вашей жизни большие проблемы, то вы всегда можете постепенно, по чуть-чуть из них выкарабкаться, выйти. Да, нужно время, но помните о том, что высшие силы, ваш ангел-хранитель всегда с вами, и он обязательно вам поможет. Также сегодня прекрасный день для развития творческих проектов, для поиска каких-то новых идей. При этом это могут быть новые идеи не только в бизнесе, это могут быть новые какие-то идеи и у вас дома в рациональном использовании денег. И, конечно, думайте о том, как вы можете воплотить свои мечты в реальность. А поверьте, вы это все можете. Обращаем ваше внимание, что у нас знак зодиака Рак, который связан с эмоциями, связан с семьей и с защитой. Поэтому сегодня многих людей будет ожидать повышенная чувствительность и забота о близких и родных людях. Мы можем почувствовать желание заботиться о своих близких, выражать свою любовь, поддержку. Кроме того, сегодня вы можете находиться в внутренней гармонии и в понимании того, что вы хотите, чего вы хотите добиться и так далее.
Кроме того, вы должны понимать и то, что рак нам дает понимание и осознавание того, что нам нужно делать, к чему нам нужно идти. Плюс Луна в знаке зодиака Рак, мощная энергия, которая идет из космоса, дает нам расширение наших горизонтов, чтобы мы развивали, чтобы мы укрепляли все то, что есть в нашей жизни. Если мы говорим о лунном календаре здоровья, то сегодня благоприятный день для укрепления организма и своего здоровья. Этот день идеальная возможность для того, чтобы укрепить свое и физическое, и эмоциональное состояние. Также сегодня обращайте особое внимание на состояние своего организма. Возможно, нужно заняться физическими упражнениями, возможно, вам нужно заняться йогом, плаванием. Также не забывайте о том, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы и повышать общую физическую выносливость. Также постарайтесь в этот день уделить внимание уходу за собой. Ну, например, поход в салон красоты или, возможно, какие-то спа-процедуры. Старайтесь прикладывать усилия в уходе за своим внешним видом, потому что это повышает не только самооценку, но вы таким образом можете быть вдохновлены и прочувствовать вот то, что вам действительно важно и нужно в вашей жизни. Кроме того, у некоторых людей накопился стресс. Подумайте о том, как разрядить вот этот негатив, убрать из своей жизни. Поэтому очень хорошо сегодня заниматься медитациями, читать книги или просто наслаждаться природой в одиночестве. Также это поможет вам успокоить ваш разум, найти гармонию и вернуть энергию. Кроме того, Луна в знаке зодиака Рак располагает к общению с близкими людьми, поэтому важно уделить время для эмоциональной поддержки и взаимодействия с семьей и с друзьями. Что же касательно денег, то сегодня тот день, который открывает каждому человеку новую возможность укрепить вашу финансовую стабильность. Обращаем ваше внимание, что Луна сегодня находится у нас с вами в стадии роста и тем самым обещая нам прилив энергии, процветания, благополучия. Кроме того, обращайте внимание на то, что знак Рак, знак зодиака Рак символизирует заботу, семейные ценности, финансовое благополучие. Это говорит о том, что в этот день ваша финансовая ситуация будет максимально улучшена. Также вы сегодня можете обратить внимание на семейные связи, на общение. Возможно, вы по-другому посмотрите на своих близких и родных людей и поймете, что они действительно те люди, которые вас понимают, которые вас поддерживают и никогда не бросят в самых сложных ситуациях. Помните о том, что всему свое время. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо не только прописывать свои финансовые планы и цели, но и также стараться их реализовывать. Да, иногда это сложно, потому что одно понимание прописывания своих целей, задач, другое дело их реализация. Также этот день будет щедрым на удачу и на то, чтобы расширить финансовые горизонты. Кроме того, уделите сегодня внимание своему дому. Очень важно, чтобы вы в этот день правильно понимали, что вам нужно сделать, как вам нужно сделать. Возможно, пора вкладывать деньги в какие-то инвестиции, в недвижимость, в другие сферы, которые связаны с деньгами, потому что сегодня тот день, когда нужно принять важные финансовые решения и планировать свое будущее, основываясь на здравом смысле и на интуиции. Также откройте сегодня свое сердце для новых возможностей, которые принесет этот день, и постарайтесь сегодня, особенно в вечернее время, уделить внимание близким, родным, поделиться с ними радостью, поделиться с ними какими-то, возможно, хорошими, добрыми воспоминаниями. Даже если вы друг друга находитесь на большом расстоянии, сейчас такое время, вы сами знаете, созвонитесь, пообщайтесь, поговорите. Это очень важно.
важно, потому что одно дело, когда вы общаетесь через мессенджеры, переписка, а другое дело, когда вы общаетесь именно вживую, вы друг другу говорите что-то очень важное и нужное. Посмотрим, что же нам говорит карта Таро на 23 января. Итак, друзья, сегодняшний день у нас очень важный. И очень важно, чтобы вы сегодня понимали и осознавали, что же вас ждет в будущем. Итак, первая карта, которая нам выпала, это карта влюбленные, друзья. Эта карта символизирует любовь, страсть, гармонию. Она говорит нам о том, что вы сегодня можете по-другому посмотреть на своего партнера и увидеть его с другими вот именно плюсами, а не минусами. Кроме того, сегодня прекрасный день для укрепления отношений и проявления любви к окружающим нас людям. Вторая карта, которая сегодня выпала на этот день, 23 января, друзья, это колесо фортуны. Она символизирует перемены и влияние судьбы. В этот день вам следует быть готовыми принять как позитивные изменения, так и негативные, поскольку они играют важную роль в нашем духовном и эмоциональном росте. Следующая карта, которая выпала на этот день, это карта колдун. И именно эта карта призывает нас к мудрости и рациональному мышлению. Важным аспектом этого дня будет наше умение принимать решения на основе здравого смысла и анализа. Мы можем обратиться к нашей внутренней мудрости, к нашей интуиции, чтобы найти правильный путь и решить любые возникающие проблемы. Обращаем ваше внимание, подводя итог картам Таро, хочется сказать о том, что этот день будет полным возможностям для любви, для роста, для развития, для процветания. Поэтому вы должны быть открыты новым возможностям, видеть новые перемены, которые действительно могут изменить в любой момент вашу жизнь. Ну, конечно же, помните о мудрости, о терпении и о разумности в понимании тех или иных ситуаций. И вы всегда сможете преодолеть те или иные моменты. Только на первый взгляд очень часто кажется, что ой, как все сложно, ой, ничего не получится. Но пройдет время, и вы поймете, осознаете, что все в вашей жизни можно преодолеть. И, друзья, последнее, на что сегодня хотелось бы обратить внимание, это на Архангела Михаила, на его совет. Итак, что же он нам сегодня говорит? Очень важно, что он нам говорит о том, что очень важно, чтобы каждый из нас открыл свое сердце и разум. Для чего? Для того, чтобы принять именно в свое сердце любовь, гармонию, благополучие. Кроме того, принимайте сегодня вот те изменения, которые могут происходить в этот день. Сегодня очень важно идти вперед, смотреть в будущее и оставляйте позади все свои страхи, все свои сомнения, потому что этот негатив, он только вам мешает видеть ваше светлое будущее. Также будьте сегодня смелыми, решительными, идите вперед в любых обстоятельствах и помните, что у вас есть все необходимое для успешного преодоления любых преград. Далее, на что еще стоит обратить внимание, это научиться доверять себе и своим интуитивным ощущениям. Позвольте себе сегодня услышать свое внутреннее «я», которое часто затуманивается шумом мира. Это будет время для глубокого самоанализа и принятия решений, которые отражают наше истинное предназначение. Также, когда вы научитесь слушать себя, вы обретете настоящую свободу и способность воплощать ваши мечты в реальность. Почему? Потому что вы, подобно лучу света, вы сможете проникнуть сквозь пелену сомнений и найти яркую стезю, ведущую к вашим целям. Кроме того, Архангел Михаил говорит о том, что все внутри нас, и это имеет очень важное значение. Почему? Потому что каждый из нас является творцом, является создателем своей жизни, и это очень важно осознавать и понимать.
Кроме того, друзья, мы оставим вам в описании молитву от Архангела Михаила, поэтому обязательно ее прочитайте в этот день. И также сегодня 23 января, проведите эту практику и можете и дома провести, и можете на работу. Главное, возьмите щепоточку соли и бросьте за порог. Это очень важно. Если вы проводите эту практику у себя в офисе, то проведите именно за порогом своего кабинета. Нет у вас кабинета, то тогда за порогом вашего рабочего места. Когда будете бросать, скажите следующие слова. Соль негатив не пропускает, дорогу изобилию прибавляет. Истина да будет так. Бросили и посидите, занимайтесь своими делами. Вы таким образом закроете дорогу любому негативу и откроетесь дорогу только всему самому наилучшему. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео. Девочки и мальчики, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, друзья, есть ссылка в описании. Благодарность вы можете выразить по ссылке через донат. Мы всех благодарим. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.